Всем привет! Последние 2 недели я неистово заготавливала богатый урожай сладкого перца на зиму. В этом видео я хочу с вами поделиться тем, как я это делаю и почему делаю именно так. Не переключайтесь, будет очень познавательно. Вы на канале Жизнь вкусная. В этом видео я не буду показывать все многообразие способов заготовки сладкого перца на зиму. Суть моего видео не в этом. Я заготавливаю его всего 2 способами, и этого мне хватает для того, чтобы использовать везде, где я этого захочу. Зачем совершать лишние действия, правда? Сейчас будет болтовня о том, почему я заготавливаю перец именно так и как потом я его применяю. Я надеюсь, что вы оцените мое желание быть основательной. Если же вы хотите приступить к заготовке уже сейчас, то немножко промотайте видео вперед. Итак, я заготавливаю перец всего 2 способами. Сушу и запекаю, после чего замораживаю его. Я никогда не замораживаю сырой перец. Мне не нравится, как в процессе хранения трансформируется его аромат. Печеный перец более насыщенный по вкусу, он никак не изменяется в процессе хранения. Ну и в качестве бонуса я получаю то, что на нем уже нет вот этой вот жесткой кожицы. Вы можете возразить, что с печеным перцем будет больше возни, чем просто его нарезать и отправить в морозилку, но я готова поспорить с этим, потому что мыть и очищать перец нужно в любом случае, а то время, которое вы потратите на то, чтобы его мелко нарезать, и то время, которое вы потратите на то, чтобы снять с печеного перца кожицу, примерно одинаковое. Возможно, с печеным вы справитесь даже быстрее. С этим разобрались, теперь о том, как я применяю печеный перец. Печеный перец я добавляю в салаты, просто его разделяю на какие-то такие небольшие кусочки. Это очень вкусно, очень насыщенно, и это лучше, чем покупать вот безвкусные зимние овощи. Кроме того, я готовлю активно соусы, разнообразные подливы. Кстати, в описании я оставлю 2 ссылки на рецепты соусов с печеным перцем, которые я очень сильно люблю. Активно использую такой перец для борщей, для супов, для тушения, рагу. Также это отличная альтернатива традиционному фаршированному перцу, потому что таким же образом, как и фаршированный перец, можно завернуть в половинки печеного перца в очищенный уже готовый фарш, стушить или же запечь. Получится по вкусу то же самое, возможно даже лучше, и не будет опять-таки вот этой вот кожицы на перце. Ну и еще из такого перца удобно готовить запеканки, добавлять его в омлеты и добавлять везде, где вы привыкли добавлять свежий перец. Сушеный перец – это по сути та же паприка, которую можно купить в магазине. Но поверьте, домашняя паприка куда более ароматна, куда более насыщена. Кроме того, если урожай перца у вас очень большой, то как раз таки сушка позволит его переработать в небольшое количество готового продукта, которое потом будет удобнее хранить. Его я храню в 2 формах, перемалываю в пудру, как традиционную паприку, а также оставляю небольшими кусочками, которые добавляю в котлеты, в какие-нибудь колбаски, где мне хочется, чтобы перец ощущался такими небольшими фракциями, был яркими вкраплениями. Хух! Ура! Потенциал оценили, теперь давайте приступать к заготовке. Рекомендую найти и включить какой-нибудь приятный фильм под это дело, для того, чтобы осенние заботы были максимально приятными. Для того, чтобы запекать на зиму перцы, я беру крупные, это может быть какие-то совершенно разные сорта, то есть все, что есть, то я использую. Главное, чтобы перцы были крупные, мясистые, чтобы вот то филе, которое нам удастся получить в результате, получилось мясистеньким таким. На 2 стандартных противня для духовки у меня входит 5 килограмм перца, это если взвешивать его в неочищенном виде. После очистки я уже не взвешиваю, просто изначально ориентируюсь на такой вот вес. Перец необходимо очистить, я разрезаю его напополам и удаляю семенную коробочку. Таким образом мне удастся более плотно уложить перец на противни и, соответственно, за раз испечь больше перца. Ну и плюс потом чистить будет его тоже проще, потому что потом мне нужно будет только снять с него кожуру. Вот смотрите, я укладываю прям внахлёст и очень-очень плотненько. В процессе выпечки он будет терять в объеме, станет более вяленьким и перцы усядутся. Этим временем я разогрела духовку до 250 градусов и включила режим конвекции, для того, чтобы одновременно печь 2 противня. Если такого режима у вашей духовки нет, то тогда придется печь по 1 противню за раз. Все, перцы готовы отправиться в духовку. Отправляю противни в духовку, разогретую до максимума. У меня это 250 градусов, режим конвекции. 2 противня у меня будут выпекаться в течение примерно 40 минут.
Пока печется перец в духовке, я успею подготовить вторую порцию для сушки. Для того, чтобы сушить, я выбираю такие вот маленькие перцы разного размера, разных сортов, возможно, где-то подсохшие. Все ненужное я буду обрезать и затем буду измельчать в кухонном комбайне. Перцы необходимо очистить, удалить семенные коробочки, черешки. Если есть какие-то сомнительные места, то тоже их необходимо вырезать. У меня было 2,5 килограмма неочищенного перца. Этого количества мне как раз хватает для того, чтобы заполнить все лотки сушки, в которые я буду перец сушить. Отправляю очищенный перец в кухонный комбайн. Ничего дополнительно не режу. Зачем тратить на это силы? Вот сколько влазит, столько и туда отправлю. Посмотрите, до какого состояния я измельчаю перец. Это не полностью однородная фракция, но уже довольно-таки мелкая. Перцы готовы. Теперь я оставлю их до полного остывания и потом приступлю к чистке. Посмотрите, как они выглядят. Кожица хорошо отходит, хорошо вздулась, слегка зарумянилась, но не слишком. Печеный перец наконец готов, закончу заготовку сушеного. Получившуюся кашицу я распределяю по лоткам для сушки, у меня их 5. Их я предварительно застилаю пергаментом. На одном лотке у меня есть такой как бы силиконовый поддончик, а остальные очень отлично живут и с пергаментной подстилушкой. Формирую слой как можно более равномерно, просто вот расплющивая его вот так вот ложкой. Все, я отправляю поддоны сушиться. Я приступаю к очистке перца. Тут у меня контейнер, в который я буду складывать уже мякоть, филе перца, и сюда будут отправляться шкурочки. Происходит довольно просто. Вот просто смотрите, рукой. Бац. И перчик снимается. Конечно же, будут попадаться какие-то перцы, которые не так хорошо отходят, но все равно перец чистится очень хорошо. А вот из таких крупных кусочков можно готовить рулетики с фаршем, с творогом, с сыром, с зеленью для закусок. Очень замечательно. Мясные рулетики в таком вот виде, это по сути такая вот себе альтернатива голубцам, точнее не голубцам, фаршированному перцу. И как раз не остается кожица, которую очень многие и не любят в фаршированном перце. Я завершаю очистку перца. Те кусочки, которые, вот видите, не очень хорошо отделялись, точнее, они отделялись хорошо, но разламывались, я складывала на отдельную горочку, и я это заморожу отдельными пакетиками, буду использовать куда-нибудь в борщ, в рагу, где-нибудь, где это нужно будет измельчить. А вот такие вот целенькие кусочки я заморожу отдельно в пакетиках, для того, чтобы можно было с ними делать все, что захочется. Жидкость, которая осталась на дне противня, я не выливаю, я ее тоже заморожу, потому что она очень сильная по вкусу, подойдет как основа для каких-то соусов, как добавка в супы, поэтому тоже не выливайте. Итак, измельченный перец сушился в течение 16 часов, и сейчас он полностью сухой. Тот пласт, который получился, должен быть не влажным, не гибким, а таким очень даже хрупким. Сейчас вы увидите. Оп. Он легко ломается на части. Высушенный перец я снимаю с листов пергамента, и теперь руками я разминаю вот эти вот пластиночки в мелкую крошку. Перец я искрошила, посмотрите, какая у него получается интересная текстура. Половину перца я оставлю в таком вот виде, а остальной перец я измельчу при помощи своего измельчителя. Измельчить перец в пудру можно при помощи кофемолки. Я свою кофемолку использую только для кофе, поэтому буду использовать свой измельчитель от кухонного комбайна. Что ж, давайте теперь оценим степень помола моей паприки. По-моему, все прекрасно, только гляньте. Этот аромат намного сильнее магазинной паприки, поэтому если урожай перца у вас богатый, я очень советую этот способ заготовки.
Спасибо, что посмотрели мое видео. Надеюсь, оно поможет сделать вашу зиму более вкусной. Не забывайте поставить мне лайк, подписаться на мой канал, чтобы самые вкусные обновления не обходили вас стороной. С вами была Галина Артеменко.